В этом выпуске узнаем, как теперь можно просканировать любое видео с помощью нейросети в новом режиме LLM Studio от Syntex. Разберем самый полезный для нас сценарий, в котором можно получить рабочий промпт на базе любого видео. Протестируем режим видеоподкаст от HeyGen. Сервис сам собирает шоу с ведущим, гостем и сменой камер по одной ссылке или идее. Посмотрим, как Hixfield открыли весь производственный процесс, промпты, референсы, постановку камеры к своему 95-минутному фильму. Я Аватар Гарри, вы смотрите видеодайджест «Яичница». 5 полезных новостей про нейросети, контент и как на этом заработать. Подпишитесь обязательно на канал и поставьте, ради бога, лайк этому видео. У нас появилась возможность, о которой я лично так долго мечтал. Чтобы стырить понравившийся ролик, раньше приходилось переписывать его вручную, по кадрам и наугад подбирать промпт. Но теперь все изменилось. Вам достаточно загрузить видео в нейросеть, и она сама его прочтет, поделит на сцены, разберет, что происходит в кадре, проанализирует монтаж, диалоги, стиль, динамику персонажей и переведет на нужный язык. И главное, составит из этого готовый промпт, по которому вы повторите и адаптируете этот ролик под себя. Работает все на базе новой функции LLM Studio от Syntex AI. Ссылка на него в описании и в шапке моего профиля. Скачивайте нужное видео, загружаете его в чат и просто голосом объясняете задачу. Создай промпт для Seedance. Ориентируйся на хронометраж загруженного ролика, распиши все сцены, динамику, движение камеры и предметы в кадре. Я хочу повторить один в один, только вместо обезьяны будет мой персонаж. Его фото добавляю к промпту. Дальше LLM Studio выстраивает цепочку рассуждений, разбирает видео по кадрам, проверяет аудиодорожку, сводит все воедино и оформляет финальный промпт. На выходе мы получаем подробный, полностью готовый промпт в разных версиях и языках. Его можно скопировать или скачать. Вам остается только добавить свои фотографии. Теперь про саму студию. Можно использовать все актуальные LLM-ки: ChatGPT, Cloud, Gemini, Grok и другие. Чтобы новые функции работали, переключатель «Старый формат моделей» должен быть отключен. Но всегда можно вернуться назад в старый интерфейс. Еще можно включить режим размышления, планирования и поиск в интернете. Если ролик лежит на YouTube, достаточно вообще просто вставить ссылку. Доступны загрузка файлов, построение графиков и системные промпты. Например, попросить модель оценить видео с точки зрения креативного директора и разобрать качество монтажа. Еще круто, что появился режим Deep Research. Это глубокое исследование, когда модель работает минут 15 и анализирует гораздо больше источников перед тем, как выдать ответ. Мы используем этот режим, когда готовим новости для яичницы. Еще важный момент, что, например, можно начать работу в Cloud, затем переключиться на ChatGPT и продолжить в том же контексте. Модели сверяют ответы друг друга, и результат получается заметно взвешеннее. Плюс графики строятся мгновенно. Я попросил показать курс доллара к рублю за последний месяц. Данные нашлись, график собрался сразу. Ну а дальше с полученным промптом переходим в раздел видео, выбираем, например, Seedance, выставляем хронометраж и аудио, вставляем промпт, загружаем фото персонажа и запускаем генерацию. В принципе, получилось очень похожее видео. Не скажу, что один в один, конечно, но логика понятна. Но если нужен действительно качественный результат, то детализируйте кадры еще на этапе сториборда и подгружайте вместе с промптом. А для быстрых задач связка работает отлично. Вообще, напишите в комментариях, как еще вы стали бы использовать разбор видео нейросетью. Инструмент действительно мощный. Ну а ссылка на Syntex, который я использую для нейрогенерации, находится в описании этого видео. Переходите по ней, чтобы получить приветственные бонусы, а также вводите мой промокод GARRY для скидки 15%. А вы знали, что теперь Captions не только про нарезку? Это тот самый сервис, куда закидываешь длинное видео, а он сам делает вертикалки, ставит субтитры, режет паузы и подкладывает B-roll. И вот они ушли в IE-аватары под названием Mirage, и у лидера рынка, HeyGen, появилась настоящая проблема. В чем преимущество Миража? Во-первых, звук и картинка рождаются вместе, как они уверяют. Mirage just released a new model, Avatar X. Смотрите, как устроены HeyGen, Synthetia и почти все остальные. Есть аватар, отдельно есть голос от синтеза речи, а модель липсинка натягивает губы на готовую дорожку, то есть 3 отдельных блока, склеенных на выходе. А у Mirage аудио, видео и текст живут внутри одной архитектуры.
по типу, как генерируются говорящие головы в том же Seedance. Модель учит фразировку, темп речи, позу, микровыражения и кадрирование из одних и тех же данных. Отсюда штука, которой у HeyGen нет вообще. Голос подбирается под внешность актера. Это отдельным пунктом записано в доках их API. Вы описали 50-летнего прораба, и модель выдает голос 50-летнего прораба. В HeyGen вы отдельно выбираете лицо, отдельно тыкаете в список голосов, и стыковка целиком на вашей совести. Если взять смех, то их аватар смеется и возвращается к тексту, а конкурент продолжает шевелить губами сквозь смех, потому что в смехе нет фонем. This is actually incredible. Mirage just released a new model. В паузе у них живая микромоторика в тишине, а у конкурента мертвый idle loop и стеклянный взгляд. А при минуте речи на 59-й секунде у них такая же точность, что и на первой. В их соцсетях много роликов про отсутствие потери качества в длинных непрерывных генерациях. Аватар X запечатлевает тонкие детали, которые делают вас собой. В то время как другие модели аватаров с трудом справляются с микровыражениями, аватар X сохраняет их естественно. Скажу честно, мой аватар, которого вы слышите прямо сейчас, сделан в HeyGen, и я доволен. По языкам HeyGen пока сильнее, но я рад, что Mirage дышит им в затылок. Конкуренция — это единственное, что заставляет такие продукты двигаться быстро. Друзья, случилось то, чего в индустрии не делает вообще никто. Higgsfield выложили в открытый доступ полнометражный фильм, сделанный с помощью искусственного интеллекта. Называется Hellgrind, 95 минут, бюджет $500 тысяч. Его уже показывали на кинорынке в Каннах, о нем писали The Wall Street Journal, Variety и BBC News. Но бесплатный фильм в интернете этим сегодня никого не удивишь. Удивляет другое. Они открыли весь производственный процесс. Целиком. Каждая сцена разобрана по косточкам. Какой промпт писался, какие референсы прикреплялись, как ставилась камера, как собирался персонаж. И самое безумное, они показали, сколько попыток ушло на каждый кадр. Вот это, по-моему, честность, которой в AI-тусовке не было никогда. Обычно нам показывают только красивый финальный ролик. А как это сделано? Коммерческая тайна. Здесь наоборот. Разбирайте пайплайн, копируйте промпты, тащите к себе в проекты. И вот почему это важно лично для вас. Первое. Это доказательства. Не разговоры, а подтвержденный пайплайн. Полный метр действительно можно собрать с помощью нейросетей. Второе. Это лучшая обучающая база, которая сейчас есть. Вы буквально смотрите через плечо людям, которые выдают такое качество и на такой скорости. Открываете любую сцену и видите ход мысли. Почему такой ракурс? Почему такая формулировка? Почему такой свет? Третье. Экономика. 500 тысяч за полный метр – это доли процента от традиционного производства. И картинка при этом такая, что если скажут «снято на камеру», то поверишь. Да, отчасти это маркетинг, но маркетинг, который реально дает людям инструмент в руки. Ссылку оставлю в описании. Заходите, изучайте, разбирайте и делайте свое. Minimax опубликовала веса видеомодели H3 на Hugging Face. Теперь ее можно не только использовать через облако, но и подключать к собственным локальным процессам. H3 работает с текстом, изображениями, видео и аудио. На выходе модель создает ролики продолжительностью до 15 секунд с разрешением до 2К и нативным стереозвуком. Поддержка быстро появилась в Comfy и OneGP. Поэтому модель уже встраивают в готовые локальные процессы, где можно управлять генерацией через узлы, менять параметры и запускать серии экспериментов. Отдельно сообщество показало сильно оптимизированный режим OneGP. По заявлению его авторов, короткий 5-секундный клип можно сгенерировать даже на 5-6 гигабайтах видеопамяти. Но важно понимать, это не официальное требование H3 и необычный режим запуска. Такая конфигурация использует агрессивный оффлоадинг, сниженное разрешение и переносит часть нагрузки в оперативную память. Скорость и стабильность будут зависеть от конкретной сборки и, конечно, объема оперативки и накопителя. И для более штатной работы все еще нужна серьезная видеокарта. Главная новость здесь не в магической цифре 5 гигабайт, а в том, что веса модели доступны разработчикам. Значит, H3 можно оптимизировать, дорабатывать и подключать к собственным пайплайнам без оплаты каждой генерации через API. Но полностью свободной модель назвать нельзя. H3 распространяется по собственной Community License. В ней есть коммерческие условия и региональные ограничения, включая США, Евросоюз, Великобританию и Южную Корею. Поэтому Minimax H3 — это хоть и открытые веса, но не open source без оговорок. Для энтузиастов и технических креаторов релиз все равно важный, потому что мощная видеомодель теперь наконец-то доступна не только внутри закрытого облачного сервиса.
И ведь технологии помогают. Сейчас за каждой кошкой следят через фотоловушки, так что мы знаем их буквально в лицо по уникальным пятнам. Местные жители тоже стали относиться к ним иначе. HeyGen запустил режим видеоподкаст. Вы даете ссылку, PDF, презентацию, текстовый документ, аудио или просто идею. А сервис сам собирает короткое шоу с ведущим и гостем, студией и сменой камер. Да, подобное уже было реализовано впервые в ноутбук LM от Google, но там было только аудио. Итак, показываю весь процесс. На главной странице HeyGen открываем приложение и нажимаем «Видеоподкаст». Дальше выбираем двух участников – ведущего и гостя. Для каждого можно назначить аватар и голос. Голос заранее прослушивается кнопкой воспроизведения. В блоке «Контент подкаста» вставляем тему, промпт или ссылку. Через кнопку загрузки можно добавить файл. Рядом есть генератор случайной темы для быстрого теста. Можно включить переключатель «Использовать свой сценарий» и загрузить готовый диалог на 2 роли. И, забегая вперед, скажу, что это лучший вариант, так как сам HeyGen пересказывает материал довольно поверхностно и часто пропускает конкретные тезисы. Дальше выбираем качество. Для теста поставим стандартное 720p, чтобы не сжигать лишние кредиты. Затем формат 16:9 и длину до 3 минут. Время ориентировочное. Я, например, указал 1 минуту, а итоговый подкаст получился на 1 минуту 16 секунд. Ниже есть необязательное поле инструкции по сцене. Здесь можно прописать студию, свет, ракурсы, движение камер и вставки. После этого сервис показывает стоимость. В тесте превью стоило 50 кредитов, а на финальный рендер еще 30 кредитов за минуту. Ну и нажимаем «Сгенерировать превью». HeyGen писал, что превью обычно создается около 3 минут, но по факту я ждал примерно 15. В превью сервис сам придумал название и описание, собрал студию, общий план и крупные кадры. Под видео появился сценарий со звуковыми дорожками. Реплики можно прослушивать и редактировать. И вот здесь первая проблема. Русский голос неправильно поставил ударение. Я поменял текст и нажал «Сохранить» и «Сгенерировать снова». Но реплика не обновилась. Даже полная замена текста не помогла. Да, это просто невероятно. Еще недавно они были на грани вымирания, а сейчас их уже больше 120 особей в дикой природе. Дальше нажимаем «Создать подкаст». Финальный рендер занял около 5 минут. Привет всем! Сегодня обсудим отличные новости про дальгоностадийных лепардов. Их популяция в России заметно выросла, и это настоящий успех экологос. Да, это просто невероятно. Еще недавно они были на грани вымирания, а сейчас их уже больше 120 особей в дикой природе. Визуально все хорошо, камеры переключаются, сцена выглядит живо. Но первая реплика изменилась после превью, а в речи появились новые артефакты. Попытка исправить готовое видео тоже провалилась. Заходим в проекты, нажимаем 3 точки, выбираем «Редактировать как новый», затем «Преобразовать черновик в новую студию». Сервис выдает ошибку. То есть пока что выпуск можно только создать заново. Короче, итог такой. Для коротких диалогов HeyGen уже можно использовать. Но сценарии лучше писать отдельно в ChatGPT или Claude, русский текст проверять особенно внимательно, а превью пока не гарантирует, что финальный рендер прозвучит так же. Думаю, после исправления этих мелких, но неприятных недоработок получится неплохой инструмент для создания готовых видеоподкастов. Кстати, если вы тоже хотите научиться создавать видео с цифровым аватаром, понять, кому и как продавать эту услугу, то проходите мои уроки в AI Avatar School. Ссылка в описании этого видео. Ну а если вы еще не смотрели мой бесплатный урок «Как создать цифрового аватара 5-го поколения в HeyGen», очень рекомендую сделать это сразу после этого выпуска. В нем я подробно показываю, как создать аватара, правильно записать или загрузить исходное видео, настроить голос, ударение и жестикуляцию, а затем сгенерировать готовый ролик. Видео уже появилось на экране. Нажимайте и переходите смотреть.